Приветствую всех на канале Рухингер, с вами Денис. Сегодня я хочу провести эксперимент в игре Idle Berserker. Суть эксперимента в том, что проверить, как фарм наш будет влиять, если мы будем в игре, если мы будем в спящем режиме, если мы выйдем из игры вовсе. Сейчас я снимаю, это 7-й день ивента, я основное видео снимал, основную подборку на 9-й день, то есть я немножко сейчас посильнее стал, но это не суть. Суть в том, что золото стоит на 100 на максимум, опыт на 100, критический, вероятность критического на 100, ну и остальное в силу. Это не суть. Здесь раньше не было этой вкладки, стояла вот так вот. Критические силы была. Вторая сила, точнее третья сила добавилась вот недавно, когда Берсеркер, на новый класс пробуждения вышел на А. Так что немножко в начало видео, это объяснение вам, чтобы понимали, что к чему. Так, в принципе, давайте начинать. Так, ребятки, давайте все подготовил вам. Видео сейчас прокомментирую, посмотрим, что да как. Так, это у нас онлайн-режим. Значит, сейчас в онлайне проиграем с вами. Ну как, сейчас посмотрим, да, то есть... Так, из оружия у нас, вот можете видеть, все четенько у нас. Все выведу потом на экран, что имели, что получили в конце. Оружие, значит, кольца, перчатки, амулеты. Вот, то есть, кому надо, на паузу поставили, посмотрели. Так, перекрафтили амулет мы здесь. Так, по ресурсам у нас чего? У нас по ресурсам, значит, 90 тысяч золота у нас 2663 черепов, 7826 сердолика. Это что касаемо, наконец, онлайн-фарма. Оно по-разному будет различаться. Так, что у нас в конце? Так, в конце, ребяточки, у нас такая вот схема происходит. Значит, мы 2600... Нет, стоп, обманул я вас. В конце вот сюда нам надо пролистнуть. Сейчас. Значит, 1.63 би мы накопили. По халде, бог с ней, сколько тут. 2683 черепов и 15670. Что касаемо ресурсов, точнее не ресурсов, а снаряжения. Хоть пролистаться почему-то. Ладно. Так, по ресурсам у нас вот мечи, видите. Я все выведу вам, все будет наглядно написано, то есть все будет четко. Так, это 4.1, да? Это 4.1. В онлайн-режиме, ребята. Это в онлайн-режиме 4.1. Все хорошо, все четко. Давайте теперь пока посмотрим сберегательный режим. Сберрежим, то есть сейчас на сберрежим. Так, ребят, что касаемо сберегательного режима и что касаемо сердолика и так далее, не обращайте на это внимания, просто я выведу в конце каждого видео и в конце видео всего, что получилось и так далее, потому что видео снималось в разных временных интервалах, так что на это не обращать внимания, просто посмотрим по итогу, и все, не более. Так, у нас, так, амулеты, ну-ка. Что-то я не пойму. Давай пока. Так, это я переплавлял. На это мы не обращаем внимания. Сейчас быстренько. Извиняюсь за это. Так, амулеты вот. Мы можем видеть, да, это на начало офлайн режима. Не офлайн, а этого сберегательного режима. Перчатки у нас тоже. Мы обращаем внимание на вот это, на вторую, да, потому что вторая фармится. Кольца и мечи. То есть все здесь четко. Где там? Вот мы начали, да? Тут я пробегал. Вот тут я уже где-то... он почему-то не хочет меня ставить вот сюда, не пропускает меня почему-то до конца. Наверное, я ему какое-то зло сделал злое. Поэтому сейчас быстренько посмотрим. Так, наконец. По ресурсам показал я? По ресурсам показал я? Нет? По ресурсам показал я сейчас? Я, походу, не показал. Не помню. Так, ресурсы касаемо это 2.851, 2.710 черепов и сердолика 22.542. Так, давай теперь наконец. Ага, вот, видишь, спящий режим, час прошел, вот, должно быть видно, я просто не хочу еще сейчас назад прилистывать. Ладно, пофиг, вот 20, 59, 56.
Ну, то есть 5 час. У меня только я облапушился на этом, когда вышел из игры вот это полностью. Я там час 13 записал. Так, что касаемо мечей, вот видите, 34. Ну, я все на экране выведу, то есть все за вас посчитаю, вам только надо будет посмотреть. И амулеты. Так, что по ресурсам? По ресурсам у нас 4 мы накопили во время спящего режима, 2734 и 30494 сердолика. Так, давайте теперь перейдем в офлайн, именно когда мы вышли из игры. Именно когда мы вышли из игры. Так, когда мы вышли из игры, мы имели, значит, вот столько амулетов. Да, то есть запоминаем. Все, амулеты, перчатки. Запоминаем все, кто хочет, ставим на паузу, просматриваем, пролистываем, кто сомневается и так далее. Еще раз повторюсь, вот в этом режиме, это я вышел из игры, именно прям вот закрыл и все, да, то есть потом зашел. Я накосипорил немножко и на 13 минут чуть-чуть побольше. То есть, ну, можете считать, да, эксперимент неудавшимся, да, ну, то как, то кому. Что касаемо ресурсов, это 247, да, то есть 2698 черепов и 20,076 сердолика, соответственно. Так, давайте посмотрим, что в конце было. Так, мы зашли в игру, соответственно, час 13 минут, как я и говорил, у нас не было в сети. И что я хочу обратить внимание, посмотрите сюда, ребята. Когда мы были в офлайн режиме, когда мы точнее вышли, мы получили именно 3-го уровня. Я не помню, мы за прошлые получали 2-го или 3-го уровня тоже. Ну, вроде бы 2-го получали. Я даже сейчас вот, чтобы не стрендеть, я просто сейчас, допустим, открою еще одно видео, да? Ну, то есть, давайте вот по этим посмотрим, да? То есть, столько колец, столько... Ну, все 3-го, да? И амулеты 4-е. Давайте теперь залетим. Это ж какой-то последний, да? Да, 5-й. Сразу по ресурсам посмотрим, что у нас тут получилось. Запомните, это были 3-е, да? Давай по ресурсам. 2831, 2709 и 22542. Это вот, наконец, именно часа мы вышли из игры. Теперь давай глянем сейчас с тобой. Ну, допустим, какую? Ну, вот 2-ю сейчас посмотрим. 2-й ролик, да, посмотрим. Так, это 2-й, да. Так, сразу наконец, давай посмотрим, что у нас там. Мне кажется, что меня где-то... Да, смотри, действительно. Притом хочу обратить внимание, смотри. Видишь, 2-е мечи у меня нафармились. 2-е кольца у меня нафармились. И 2-е перчатки у меня нафармились. При этом, смотрите, уровень рыцарь 4,1. Вот это вот вообще, это вот, что вы понимали ситуацию. 4,1, да? Открываем последний наш 5. Ну, то есть, когда мы были в офлайн режиме. В офлайн режиме фармятся 3-е. Хотя я не помню, какие на 4.1 должны фармиться. Я сейчас даже вот прям, пока видео снимаю это, я сейчас залечу в Idle Berserker с телефона. Я сейчас просто видео смотрю из того, что я записывал. Да, то есть я сейчас захожу в телефон и просто вот интереса ради посмотреть, какие должны фармиться. Почему мне значит, в онлайн режиме и в спящем режиме фармились 2-е, а в этом режиме мне фармятся, ну, то есть, когда я вышел из игры, мне фармятся совсем другие, то есть, вот это мне непонятно. Ну-ка, рыцарь и 4.1. Должны фармиться на рыцаре, ребята. На рыцаре 4.1 мне должны фармиться 2-е, ну, 2-я. А фармилась как на 5.1, ну, допустим, да? То есть 3-го уровня фармились. Это то есть, значит, когда мы выходим из игры, нам фармятся на класс повыше, получается, или что это значит? То есть, когда я был в онлайне, мне фармились 2-е, когда я вышел из игры, мне фармились 3-е? Хорошо, я понял. А давайте тогда посчитаем с вами, сколько всего вообще получилось. Может, мы как-то в ресурсах выиграли? Давайте сейчас посмотрим итоговую таблицу тогда с вами. Ну, сейчас вы увидите ее на экране. Сейчас я посчитаю вам, все сделаю красиво. Так, ну и подводя итоги, ребята, можно все видеть.
фарм за 1 час, то есть онлайн у нас 20 зачарованных костей, спящий 24, оффлайн 11, сердолик 7800, 7900, 2400. Вот уже тут вот в оффлайне видно то, что мы проигрываем в зачарованных костях и в сердолике, да? Ну, что показывает оффлайн режим в бижутерии и оружии? Он нам выдал 6 А3, 6 А3 перчаток, 3 А3, ну, кольца, перчатки вот, и амулеты D4. Если переводить в это в А2, как вот это вот здесь, А2, это амулеты D2 выпадали. Так, я здесь ошибся, ну да ладно, это D2. Мы получили за оффлайн режим 275 амулетов D2, если их переводить на D4. Мы выбили D4 11. 15 А2 перчаток, а в остальных мы выбили 11 и 5, соответственно. Ну, здесь, конечно, мы равняемся, то есть 30 А2 выбили примерно, ну, то есть равняемся. И здесь тоже равняемся, но опережаем онлайн режим. То есть, по сути, самый выгодный, ребят, для нас будет это вот спящий режим и оффлайн режим. На онлайн режиме, ну, не советую вам, потому что самые выгодные это вот, если хотите пофармить именно сердолик, там зачарованные кости, это вот к спящему режиму, да, обращайтесь. Помимо спящего режима вы еще и алмазов пофармите, то есть за убийство монстров вам будет давать, да. Если хотите просто выключить телефон, то, ну, оффлайн режим вам в помощь. Хорошие результаты показал довольно-таки, я считаю, даже просто восхитительные, если смотреть на амулеты даже, да. А так вот спящий режим наша тема, то есть выбираем спящий режим всегда, видите, тут в принципе, ну так вот, по амулетам, конечно, небольшая разница, ну вот потому как он зарядку будет хавать и так далее, это вот наш выручало, так скажем, да. Ну, надеюсь, эксперимент мой вам понравился, надеюсь, он правильный получился. Ну, а кому не понравился, идите вы в баню, так скажем, да. Если вы считаете тоже, что он получился, что он правильный, распространите это видео, покажите его друзьям, пускай они тоже посмотрят и уже поймут, наконец, чем отличаются режимы эти онлайн, спящий, сберегательный также, или оффлайн режим, чем они лучше, чем они хуже. Вот вы можете видеть на экране все. Все честно, все как бы почти без обмана. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.